Всем привет! Наконец-то я смог добраться, освоить для себя морскую рыбалку. Сейчас начало февраля, и вместе с Таней мы собрались на море, на Кубу. Конечно же, основная цель была просто отдохнуть, но мне очень хотелось освоить морскую рыбалку, потому что здесь, насколько я смотрел по всем видео, на Кубе она, не сказать, что прям суперская, но более-менее неплохая. То есть можно ловить с берега, можно уходить в мангровые заросли на лодке. И доступны разные направления. Можно ловить на воблеры, на твичинг, можно ловить на пилькеры, на вибы. Насколько это я узнал из видео и рассчитывал на такую рыбалку. И мне тоже очень хотелось поймать свой морской кубинский трофей. И как раз в этом видео я расскажу о наших приключениях именно касательно береговой рыбалки здесь на Кубе. Потому что за время нашего отдыха мы успели как ловить с берега, так и с лодки. И в этом видео как раз постараюсь рассказать о том, на каких местах мы ловили. Даже точно покажу по координатам, по спутниковым картам, потому что информации здесь не так много. А рыбалки на Кайо Коко, Кайо Гильермо — это как раз тот район, где мы находимся. И, возможно, это кому-то будет полезно. Надеюсь, кому-то это будет полезно, поможет сэкономить время и побыстрее найти свою рыбу. С берега у меня набралось порядка 5 рыбалок, если не ошибаюсь. И, конечно, не все из них были качественные, потому что погода именно в тот период, когда мы здесь были, была очень ветреная. То есть были несколько дней 15-14 метров фон, потом были дни 10-12 метров. Конечно, около береговой линии ловить прям очень сложно, волна большая, много мути, много мусора. Поэтому ловля была трудовая, возможно, поэтому мне не получилось достичь каких-то высоких результатов, но все равно хоть какую-то рыбу мы поймали. Поэтому желаю вам приятного просмотра и давайте погружаться в мир рыбалки на Кубе. Первая моя морская рыбалка, буквально наверное, метров 200 прошли от отеля. Зашел в воду, но так подальше, чтобы более-менее докидывать до границы, получается, светлой воды, то есть мелкой, глубинной и темной, там, где уже начинаются водоросли и свал. И было 2 поклевки. Одна клюнула прям вдалеке, но не засеклась, вторая уже прям близко и подплыла ко мне на выматывание. Такая, рыба-флейта, в общем, была, как, насколько помню, она называется. У нее особенность такая, что рот очень маленький, поэтому на такие крючки она не очень насекается. Сейчас попробую поставить пилькер, может быть, на него будет получше. Буквально 200 метров от отеля, зашел чуть в воду и сразу уже пошли поклевки. Офигеть. Как раз дошел примерно до той позиции, на которой случились 2 поклевки. Получается, бросал на глубину и затаскивал сюда на миляк. Плюс-минус на границе происходили все поклевки. Сейчас попробую на пилькер с ассистом, может на него рыба начнет засекаться, потому что на воблер эта рыба-флейта на тройнике, насколько знаю, не очень засекается. Первый день у нас, можно сказать, был ознакомительный. Хотелось познакомиться с условиями ловли в море. Хотелось вообще познакомиться с природой Кубы, потому что даже несмотря на то, что я пересмотрел почти все видео на ютубе по рыбалке на Кубе, как англоязычные, так и русскоязычные, все равно пока сам не половишь, не разберешься. И в этот день хотелось пройти как можно больше расстояния по берегу, смотреть береговую линию, глубины, может быть, где-то растительность, кораллы, возможно, где-то найти глазами рыбу. Ловил с берега, уходил на сотни метров в океан, потому что глубина в этом месте небольшая. В основном кидал пилькеры, вибы, тейлспиннеры. Пытался, возможно, найти где-то бонфиш, потому что он, насколько знаю, встречается на таких отмелях. Возможно, какую-нибудь стаю каранкса небольшого, но за все расстояние от рифа около отеля до канала, который втекает, насколько я понял, в так называемые лагуны, не было вообще ничего интересного. Поэтому к вечеру на закат решил вернуться к рифу около отеля, потому что это единственное место, где были хоть какие-то контакты с рыбой, но поздно вечером у меня там не получилось получить ни одной поклевки. Рыбалки в море мне, в принципе, было известно не так много, но из той информации, что я нашел, я понял, что одни из самых интересных мест рыбалки с берега — это выступающие в море мысы, причем именно скалистые, куда подходит хоть какая-то глубина и есть интересный рельеф, структура на дне. На одно из таких мест я отправился на своей второй рыбалке. Порыбачить получилось буквально несколько часов до наступления ливня, можно даже сказать шторма, и за все это время я глазами увидел только одну хорошую рыбу, похожую на каранкса, наверное, килограммов за 5. Но я полностью
полностью налажал забросом, рыба двигалась, и мне хотелось кинуть ей наперед и немного за нее, то есть метров где-то на 5, но не рассчитал, и приманка плюхнулась прям в нескольких метрах от нее, и она, конечно же, испугалась. В целом это место оказалось относительно перспективным, потому что там также с этого места ловил рыбак из Канады на Донке, и он сказал, что здесь встречаются барракуды и другие рыбы. Но конкретно в этот день у него тоже не было ни одной поклевки, хотя он достаточно долго там рыбачил. Many lures. And nothing bites. И вообще сказал, что день какой-то неудачный, но в этой поездке, которая, кстати, обошлась мне в $50 на такси, были и позитивные моменты, ведь этот рыбак сказал, что одно из самых перспективных мест вообще на Кае Коко в ближайшей зоне, это и есть тот самый риф около отеля Плая Коко, на котором я рыбачил в первый день, и посоветовал прямо в него упереться, приходить в разное время, заходить далеко в воду и окучивать этот риф, потому что туда выходит крупная рыба. Конечно же, эти рассказы меня вдохновили, и, наверное, именно они стали причиной, по которой на третьей рыбалке у меня клюнуло, сейчас увидите что. Первая непонятная поклевка. Что это такое? После грозы вышел половить на риф около пляжа. Я даже не знаю, как это вытаскивать. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть попробую подтянуть. Жесть. Ну попробую пойти за ней. За этой рыбой. Блин. Жесть какая. Шнур-трешка. Блин. Что не делать-то? Жесть. Ух. Рука уже забилась. Пробую затягивать фрикционы как-то. Жесть, там что за монстр-то? Блин. Как его вытаскивать? Хорошо, что хотя бы идет в сторону пляжа. Уже все забилось. Вроде бы сюда более-менее развернулась. И есть шанс. Хотел бы посмотреть, что за рыба такая. Сил уже нет. Удочка выскальзывает. Блин.
Нет, пожалуйста. Давай сюда. Пожалуйста, давай. Пожалуйста, давай сюда иди. Сошла. Я не знаю, что это было, но очень большая рыба. Почему сошла? Я не знаю, но у меня, видишь, удочка напрямик вышла. У меня уж сил не хватило. Фух. Вот это жесть. Нет слов, только эмоции. Потому что, очень тяжело было с этой рыбой совладать, как-то ее развернуть. Подзатянул фрикцион, но, не знаю, может быть, перетянул его. Но хотелось уже просто рыбу сюда попробовать как-то хоть развернуть. Потому что все стравливало и стравливало. Такие прям очень резкие у него были старты. Все-таки 2 крючка разогнулись. Даже морская серия тройников не справляется с этими нагрузками. Хотя, фрикцион вроде более-менее был настроен. Но, видимо, из-за того, что рывки были очень резкие, поэтому рыба сошла. Здесь, получается, от берега отходит риф. Наверное, метрах в 60-50 идет граница с глубиной. И плюс-минус вот так вот бросал, чтобы достать глубину. Такой, можно сказать, достаточно аккуратный твич по морским меркам. Стоял на точке долго, перебирал разные проводки, потому что, все-таки по пояс, когда стоишь, чтобы поменять приманку, надо возвращаться на берег, поэтому решил просто перебирать разные проводки, подбирать силу ударов. И вот на плавном таком твиче упер как будто в стену, и постепенно зацеп, как это говорят, начал оживать. Нормально так потаскала меня эта рыба, не знаю, может быть, каранг. Сомневаюсь, что какая-нибудь барракуда могла дать такое сопротивление, потому что, рожки некоторые были прям очень жесткие. Наверное, минут 5-7 я где-то с ним боролся. В какой-то момент почувствовал, что он вроде бы как остановился, и решил его потихоньку попытаться хотя бы развернуть в свою сторону, как-то направить к берегу. Подзатянул фрикцион, и на одном из рывков рыба окончательно разогнул крючки. Сейчас получается пик прилива, и облавливаю все тот же коралловый риф, с которого у меня были здесь единственные поклевки на Кубе, недалеко от отеля. Пообщался с рыболовами, которые более-менее знают здесь места на Кубе, хотя бы на Кайо-Коко, в том месте, где мы отдыхаем. И говорят, что здесь этот риф одно из лучших мест. Поэтому решил все-таки в него упереться, и не зря. Нормально такой пеликан пролетел. Стою, дергаю воблер, что-то отвлекся, задумался. И такая машина рядом пролетает метров, наверное, в 30-40. В условиях таких волн приходится ловить. Деваться некуда, ветер почему-то под вечер раздул. Облачков нет, и тепло. Но, конечно, ловить не так комфортно. Пока за весь вечер была только одна поклевка на 140-й воблер. Пробовал сейчас на пилькера, на поппер немного половить, но пока только единственная поклевка была. И рыба, получается, клюнула почти в самое затишье, когда и ветер стих, и волны не было. Сейчас, конечно, такие уже не очень приятные условия, куда деваться. С одной стороны, конечно, удобно, потому что в 200 метрах, можно сказать, пляж отеля, и далеко идти до места рыбалки не надо, но, конечно, какое-то оно не очень перспективное. То есть, да, рыба есть, но почему-то по количеству поклевок, прям очень мало их. Что сказать, конечно же, хотелось поймать крупную морскую рыбу, но не ожидал, что она сядет у меня именно с первой поклевки. К такому раскладу я оказался не готов, потому что вообще не представлял, как эта рыба сопротивляется, что от нее ждать, как ее вываживать. Конечно, зря я перетянул фрикцион, но в тот момент мне казалось, что моя снасть полностью готова к таким нагрузкам, потому что удилище было мощное, шнур трешка, поводки тоже стояли толстые, да и крючки с заводными кольцами я менял, и мне казалось, что все готово к борьбе под такой нагрузкой. Но опять же, опыта не было, и не думал я, что морская рыба даже с таким достаточно расслабленным фрикционом сможет разогнуть те крючки, которые я даже дома не мог разогнуть кусачками. Один из способов сэкономить на такси на Кубе — это такие рейсовые автобусы, которые ходят между разными отелями, и в принципе можно доехать до Марины, где можно найти капитана и поехать на морскую рыбалку, на флетсы, на рифы, и также можно доехать до скал, до рифов, до других каких-то интересных мест. Конечно, узнали мы про эту возможность не сразу, поэтому, например, доехать до какого-то места на такси стоит $50, которые мы уже потратили, а доехать на этом автобусе $5 за человека в одну сторону. И также он ходит на популярные пляжи, на магазины,
Поэтому вот, наверное, последние недели будем кататься на нем, потому что и подешевле, ну и, наверное, по эмоциям, впечатлениям сравнимо с вот этими классическими автомобилями. Ну как тебе VIP-кабриолет? Отлично. Мы остались одни, потому что мы едем на рыбалку, а все приехали в маркет закупаться сувенирами. Так что такой у нас эксклюзивный автобус теперь. Так выглядит отчаянность. Приключения на острове Свободы продолжаются. Все-таки доехали мы до перспективного места, где есть скалы, которые достаточно хорошо далеко уходят в океан, по сравнению с остальным побережьем. И сидел один рыбак, но погода, как вы сами видите, какая. Вон где-то 15, порывы до 18, и так будет 2 дня. Завтра хотя бы едем на экскурсию, хоть как-то получится занять этот день. Ну а сегодня вот вылетает. То есть был вариант либо сидеть в отеле, либо рискнуть и поехать в такую ветреную погоду. Дождь передавали, но все равно рискнули, поехали. Место посмотрели, но ловить как бы смысла вообще никакого. Поэтому без вариантов пережидаем ветер, вот эту тучу с дождем. На такой вот заброшке дожидаемся нашего рейсового автобуса. Место, кстати, вроде бы перспективное, потому что, опять же, был один рыбак. Тут также летали несколько чаек, прям били малька, но, видимо, вот он оглушается во время вот этой волны. И его достаточно много тут скапливается, поэтому, по идее, рыба тут есть, и глубина вроде бы более-менее неплохая. Насколько смог вот Ратман пробить, но прочувствовать рельеф, вроде бы глубина есть. Ну и так вот он раскололся при выматывании, когда ударился о скалы. Это вот эта игла, или как ее там, флейта. Ну это вот, видишь, маленькая какая. Сдались мы с рыбалкой на большой воде со скал. И тут вот есть такой, получается, живописный мостик с выходом на пляж и такой канал. Плавают рыбки. Здесь прям рыбы много. А на море, в океане их не видно вообще. Может, кинем ради прикола? Давай попробуем. Такая первая рыба. На Кубе ловим отвес с мостика, просто на верхушку опускаешь, качаешь и... Я не ожидал, что первая морская рыба моя будет вот эта вот фугу. Она ядовитая, да? Она ядовитая, да. Тут полно рыбок плавают, вот прям сними. Вот эти вот стайки рыбок вообще никак не реагируют, зато вот эта вот фиговина, блин, он уже сдулась. Бедолага. Да, не ожидал, что вообще какой-то трэш, прям как каламбур. Но как есть. Сейчас клюнет. Да дай ей. Да блин. Или ты не даешь ей даже куснуть? Она дотрагивается. Да блин. У меня рот, видимо, маленький. Да блин. Она только причмокивает. Ты что, или ей не по башке бьешь? Открылись на Кубе, и так как, море, рыбалка, можно сказать, сегодня невозможно, идем попробовать половить на озере, вот недалеко от отеля. Может быть, не может быть, скорее всего, точно какая-то рыба есть, раз уж даже в таком канале рыба была, оказалась. Кстати, вот из тех, что более-менее как-то реагировали на приманки, это была вот эта вот фугу и еще какие-то такие пятнистые полосатые рыбы непонятные, похожие на окуня такого толстого. Была также еще рыба там покрупнее плавала, но, видимо, она травоядная, потому что вот на аккуратные покачивания она сразу уплывала.
к этому озеру или лагуне, не знаю, как будет правильно сказать, в итоге подойти не получилось. В этом, кстати, была одна из проблем береговой рыбалки на Кубе, что к, так сказать, внутреннему водоему подойти сложно, потому что они все окружены растительностью, она жесткая, колючая и растет прямо по урезу воды, поэтому, к сожалению, многие места у нас обловить не получилось. Понятно, что в феврале на Кубе ветреный сезон, и к этому надо быть готовым, но насколько мы общались с туристами, которые уже не раз сюда приезжают, кубинцами, все говорили, что нам очень сильно не повезло, потому что настолько сильный ветер в течение 5-6 дней подряд — это большая редкость, под это остается только подстраиваться. Нашим решением стала поездка на экскурсии в эти как раз ветреные дни, и, к счастью, одной из них стал форсаж по мангровым зарослям, потому что на тот момент я еще думал, ехать ли нам на рыбалку с гидом по этим местам, но после того, как я прокатился на лодке, посмотрел вообще на красоту, на условия, и главное, что здесь был не такой сильный ветер, то я точно понял, что ехать на эту рыбалку обязательно стоит, но об этом будет уже в следующей части. Ну и да, прокатиться с ветерком по таким живописным местам с брызгами соленой воды в лицо в феврале дорогого стоит, поэтому рекомендую, мне понравилось. Не знаю, будет видно или нет, но тут стоит, притаился барракуда. Таня принесла пиноколаду из, как его называют здесь, стул. Да. Это место. Я, как обычно, пришел к водичке посмотреть, и вот прям тут стоит барракуда. Вот прям, смотри, прям рядом с ней малек. Смотри, сколько. Ну, поджаренная просто. Загорает. Отдыхает, типа? Угу. Интересно. Блин, а почему у нас вот около отеля нет вот таких вот стоящих барракуд? Но здесь вот только пришел на вымостку такую, и сразу рыба. Там какая-то, видимо, как канал перетекает через дорогу. То есть вот идет длинное шоссе от острова Каякока до материка. И вот приехали как одна из точек маршрута. Как пиноколада. Пинья-коляда. Говорят, что здесь самое вкусное. Ну, вкусно. О, здесь сколько малька. Прям полно. На самом деле вкусные пиноколады с таким прям медовым послевкусием. Ты не заметила? Медовый? Ну, как будто да. И вот за Таней место, так называемый стул, на котором мы приехали. Что-то я сразу его как-то не заметил, Таня говорит. Что, пойдем залезем на него, и оказывается, он все время тут стоял, а я как не замечал его. Я увидела, то он был. Я вообще не заметил. Небольшая игла тоже он плывет. Сейчас вечером как будто море чуть-чуть успокоилось, волна потише, ветра, ну, тоже так особо нет, но получается тут дует уже не прямо лицо, а немного вдоль побережья, поэтому, ну, полегче ловить. Посмотрите, какой большой отлив. То есть, получается, когда вот была поклевка крупной рыбы, да и вообще все поклевки были, когда вода доходила, вот, получается, до этих камней. Сейчас вода вон там, и, получается, те места, где я стоял по пояс, на них сейчас, ну, где-то вот идет урез воды. Посмотрим, как скажется это на рыбе, попробую половить в таких условиях отлива. Подальше зайду и, может быть, кого-нибудь поймаю, может, не поймаю, но постепенно сейчас вода будет к вечеру подниматься, и, может быть, даже подольше постараюсь половить, потому что сегодня погода более-менее пока тьфу-тьфу-тьфу позволяет. Пока и тепло, и облаков тоже дождевых нет, ну и ветер такой слабенький. Ну и вон стырил Таня с пляжа лежак, так что, как всегда, ловим в компании. Конечно, отлив, насколько знаю, не лучшее время, но деваться некуда. Но и опять же попробовать хочется, просто вообще посмотреть, будет рыба, не будет, потому что, ну, мало ли. Если что за рыба, стараюсь не поднимать, чтобы она не сошла. Поменял проводку, ускорил и... First bite. Что за рыба? Похоже на каранца. Примерно такой, наверное, у меня клевал. Но эта рыба явно поменьше. No, release. Catch release. Ускорил проводку. До этого прям чисто твичингом вел.
А сейчас просто как бы равномеркой быстро и с подвичиванием. Сейчас, когда подойду к воде, расскажу. Такая рыбка первая. Прям, наверное, со второй проводки, как вот поменял вот эту анимацию. Ну вот и в отлив что-то можно поймать, конечно, на самом дальнем выбросе. Но тем не менее, рыбку отпускаем. Пока, спасибо. Ну вот, получается, по проводке заброс. И такая вот равномерка с рывками постоянными. Вот на этой рыбу взяла. Пробовал как бы обычно с паузами вести. Нифига. Тут делаю в такую вторую проводку, и вот рыба сразу среагировал. Может, просто стайка прошла, не знаю. А до этого проводил как бы просто классическим твичингом, то есть вот таким вот с рывками. И потом выбирал слабину. Так нифига. Хоть даже все равно в быстром темпе веду, но все равно поклевок не было. А тут вот на какую-то вот такую вот проводку. В наших условиях, конечно, это неправильно, но, видимо, в море это работает. Есть. Опять эта же проводка. Такая же рыба, что ли? Бешено сопротивляется. Да, скорее всего, такая. Ну тоже, вот опять же, этот агрессивный твич сработал. Сказать, что там рыба как-то клюет, но вот на рифе около отеля поймать можно. Это вроде такой же вид, может быть, чуть-чуть покрупнее. Спасибо за то, что принесли мне инструменты. Такая же вроде рыба, да? Но вот, видимо, стайка подошла уже, тут вода потихоньку прибывает. И опять же, вот поменял проводку на очень быструю, она вот реагирует. Это прямо остановило решительно, думаю, что рыба будет покрупнее намного, но просто засеклась неудачно. Ну и такая вот рыбейка. Вроде бы чуть-чуть покрупнее, чем та, да? Блин, честно, непонятно. Это будет такая. Ужин! Да будет жить. Сейчас просто надо, чтобы она немного пришла в себя. Вон она. Мне кажется, я такую же на пляже видел, когда мы в первый день купались. О. Это уже крупнее. Похоже на барракуду. Или нет? Будет сейчас ловить фрикцион. Нет. С одного места они уже клюют, эти рыбы. Конечно, чтобы вытащить, приходится немножко пройти. Блин, цепит аккуратно задний крючок. Боже, это что за акула? Ну это какой-то... Какая-то... Смотри, вот он уйдет. Есть! Что? Что это? Я не знаю, это что-то очень зубастое. А? Ну, судя по тому, вот, как уже сказал, как я легко вытащил эту рыбу, боюсь представить, что у меня сошло на прошлой рыбалке.
наконец-то погода наладилась и получилось половить с рифа около отеля. Потому что вот тогда была рыбалка, когда рыба ушла крупная, была одна поклевка. Ну и сейчас вот наконец-таки волна сошла и получилось все-таки выбраться сюда половить. Вообще думал идти не идти, потому что все равно погода, условия не очень приятные, но не зря все-таки собрался, пришел, подобрал проводку на быструю, и вот уже третья поклевка. Ура! 250. Что, может, здесь сама плывет? А если он упадет на нас? Я сомневаюсь. Она для меня поплывет. Ой. Я думаю, разберется. Все-таки под конец отдыха настроился я на утреннюю рыбалку, смог проснуться. В начале нашего отдыха немного ленился, не вставал рано. Попробовать половить вот именно утром на рассвете. В середине отдыха погода была, не очень, поэтому не половить было, и холодно, и волна. И сейчас вот последний день, как раз вот мы уезжаем, и сейчас будет здесь 3 таких самых крутых теплых дней для рыбалки, для отдыха. И вот, чтобы хоть как-то их зацепить, сегодня, можно сказать, с рассветом пойду попробую поймать кого-нибудь на рифе. Надеюсь, получится, поклевки будут. Сегодня вроде бы должен быть такой хороший прилив, поэтому, вера есть. Просто офигенно, уже отвык от того, что ветра нет, в уши не дует, там не холодно. Пойду ловить. Уже видно, что малька много, прилив, вода спокойная, и вот он, видимо, сюда подошел. Условия тьфу-тьфу-тьфу пока идеальные. И видимость хорошая, видно, куда наступаешь. Ну и забрасывать наконец-то получается нормально. Но не красота ли, правда, рыба почему-то пока что не клюет. Может быть, еще не подошла, потому что пик прилива будет немного попозже. Или может я что-то не так делаю. Сейчас буду пытаться как-то разобраться с этим. Иногда плещется, чайки тут тоже активничают. Постоянно падают в воду. И сегодня, получается, будет один из самых больших приливов. Какая-то первая рыба села. Кто это? Небольшой карансик. Немного, кстати, другой формы, как будто бы, чем ловились до этого. Такой вот он интересный. Прям тут уже под берегом, можно сказать. Благо, инструмент с собой. Не надо идти до берега. Рыбку вам показал. Значит, поимка засчитана. Разговаривают они тут, морские рыбы. Примерно как иногда у нас голавль с ежом. Вот и все. Конечно, хочется поймать кого-нибудь покрупнее. Да, раздачи утренней не случилось, да и вообще, можно сказать, активности рыбы никакой. Но хотя бы, так сказать, попрощался с морем, с океаном. Прилив, как вы видите, хороший, да и погода тоже сегодня классная. Но опять же, она классная для нас, но, возможно, не для рыбы. Из интересного видел такого достаточно хорошего саргана. Но, конечно же, на воблер он не очень реагирует. Одна поклевка у меня этой рыбы за все время здесь была, но не засеклась, потому что, такое вот у нее строение рта. Конечно, удобно, что точка рыбалки находится в 200 метрах не то чтобы до пляжа отеля, а до корпуса. И идем паковать вещи, собираемся домой. Вот так проходили береговые рыбалки. В конце немного расскажу про комплекты. Взял себе, получается, 2 тревела, чтобы ловить самому и ловить, возможно, где-то Таня. Тревелы у меня, получается, именно удочки были сами с запасом, то есть одна до 80, другая до 65. Единственный момент у меня, это проблема была с катушками, то есть как раз-таки, возможно, крупная рыба, во многом тоже крупная рыба ушла у меня из-за катушки, потому что в 4000-й ультегру влезает не так много шнура, и тяги у нее вообще никакой. Ну и также вот взял Mitchell 1000, то есть если переводить на обычный, наш привычный размер катушки, то это где-то 3000-ник. То есть вот такие 2 комплекта. Здесь шнур 3 3PE, здесь шнур 2,5. Оба 8-жильных для более дальнего заброса. В целом ловить на воблера, на пилькера, на вибы было комфортно и с запасом. Ну и по итогам береговых рыбалок мы имеем только одну относительно достойную рыбу. Именно по весу это кубера, чуть больше 2 килограмм. Ну и также вот этот вот монстр, который разогнул крючки. Жалко, что не получилось посмотреть на эту рыбу, но скорее всего это был Каранкс GT. Увидимся во второй части, которая будет посвящена рыбалкам с лодки в мангровых зарослях. Это, можно сказать, наверное, такая мекка здесь. Условия эти, как мне кажется, уникальны.
и прям классные, очень живописные места, и рыбалка в таких условиях в целом мне понравилась. Единственное, рыбы было не так много, но всех подробностей будет уже в следующей части, поэтому всем пока.